Всем привет! В этой записи разберем работу и основные разделы веб-интерфейса Grind Machine. Для регистрации на данном этапе вам потребуется почта и промокод, который можно получить в поддержке либо у одного из партнеров. Также мы публикуем коды для доступа в нашем телеграм-канале. По завершению тестирования промокод станет необязательным при регистрации. После авторизации вам будет доступен весь функционал проекта. Стоит отметить, что дизайн площадки в момент записи не является итоговым, и визуал разделов изменится. Также часть данных на записи может отображаться некорректно, ведется активная работа. Итак, в левой части экрана вы можете найти навигационное меню для переключения между разделами, которое включает в себя следующие блоки: пользовательские настройки, настройки парсера и торгового функционала, монитор для отслеживания сделок и раздел с аналитикой. В пользовательских настройках вы можете изменить почту, пароль, привязать Telegram для доступа к функционалу через бота, а также найдете ссылки на наш Telegram-канал и группу для участников теста, в которой можно задать любой вопрос о работе проекта. Важно! Не используйте настройки из записи, они заданы исключительно для примера. Начнем с самого важного блока – настроек парсера и торгового функционала. На стартовом экране вы найдете кнопки общего включения, отключения парсера, отправки уведомлений в монитор и Telegram-бот, а также отправки сигналов на открытие сделки в торговый функционал. Ниже расположена краткая сводка по настройкам включенных направлений. Разберем каждое из них подробней. В сплэшах пампы и дампы настраиваются отдельно. Каждое направление имеет одинаковый набор фильтров. Max Size – в этом поле вы задаете нижнюю границу максимальной позиции по токену. У меня установлен размер позы в $50. Сигналы по монетам с максимальной позицией ниже $50 приходить не будут. В Market Cap вы задаете диапазон, например, от 1 миллиона до 1 миллиарда. Сигналы будут приходить только по тикерам с капитализацией внутри этого диапазона. Если в обоих полях выставлены ноли, то фильтр считается отключенным. Далее диапазон RSI. Меня интересуют сплэши только на перекупленных монетах, поэтому я выставляю диапазон 75-100 и нейтральный либо шортовый фандинг от -0,1% до 2%. Также, если выставлены нули, фильтр считается отключенным. У каждого направления свой Black и White List. Одновременно в рамках направления работать может только один из них, но вы можете включить для пампов White List, добавить в него интересующую монету и ловить пампы только по ней. А в дампах включить Black List и исключить монеты, резкое падение цены которых вам не интересно. Также для каждого направления одним тумблером вы можете выключить все уведомления по акциям. Основная настройка в сплэшах – это процент изменения цены и время, за которое он произошел. Добавить можно до 3 триггеров на направление. Триггеры можно удалить и заменить на новые. Можно оставить только один. В блоке RSI настройки делятся на перекупленность и перепроданность. Для каждого направления триггер задается диапазоном. Например, меня интересуют перекупленные монеты. Я задаю диапазон от 85 до 100. При каждом вхождении я буду получать уведомления. Важно понимать, что если значение RSI на монете после отправки уведомления опустилось до 84 и снова поднялось выше 85, будет отправлено повторное уведомление. Прочие фильтры в RSI-блоке, работа Black и White листов идентичны пампам. В блоке спредов Max Futures с DEX настройки делятся на Long и Short. Short для ситуации, когда фьюч выше DEX, Long, когда фьюч ниже DEX. В фильтрах есть дополнительный параметр – ликвидность. Настраивается как Max Size нижней границей. У меня установлен порог в 100 тысяч. Сигналы по тикерам с ликвидностью в пуле ниже 100 тысяч приходить не будут. Основная настройка для спредов – диапазон. Мы задаем минимальную и максимальную границу разницы в цене между двумя источниками, например, от 5 до 30%. Также вы можете задать процент для двух дополнительных уведомлений, например, 8 и 15%. Как это работает? Парсер поймал спред между двумя источниками в 5%. Вы получили уведомление. Спред развели до 8%, еще одно уведомление. Развели до 15%, еще уведомление. Все сигналы будут отправлены в торговый бот, если отправка включена. Информация во всех уведомлениях будет обновляться при движении цены более чем на 0,5% до момента закрытия спреда. Закрытым считается спред ниже 1%.
Спреды между Max Futures и Max Spot на данный момент несут только информационный характер. Открывать позиции по сигналам с этого направления нельзя. Настройка этого направления идентична настройке спредов фьючерса с DEX. Уведомления о фандинге также только информационные, без возможности исполнения сделок. В разделе вы можете задать до 3 триггеров для положительного и отрицательного фандинга. Вам потребуется задать для каждого процент и время до списания. Настройка фильтров Black и White листов идентична прочим направлениям. Далее переходим к настройкам торгового функционала. На стартовой странице вам будут доступны кнопки общего включения-выключения работы, отправки уведомлений в монитор и Telegram. Также в этом блоке есть функция остановки и отслеживания позиций. По нажатию бот прекратит работу с открытыми сделками. Все позиции останутся открытыми. Ордера, тейки и стопы останутся на своих местах, но перерасчет тейков при срабатывании усреднения и обновления информации в уведомлениях работать не будет. После остановки отслеживания вы управляете позицией самостоятельно. Также на стартовой странице вы можете назначить main-аккаунт для каждого направления. Аккаунты, включенные в работу по направлению, будут повторять действия за мейном в рамках заданной конфигурации. Это касается перемещения и изменения объема ордеров. Выставление новых ордеров не поддерживается. В нижней части экрана размещена краткая сводка по активным конфигурациям, изменить которые вы можете в соответствующей вкладке. Перед тем, как рассказывать о настройках, давайте посмотрим на процесс добавления аккаунта. Для того, чтобы добавить аккаунт, вам потребуется HTTP-прокси. Формат, в котором его необходимо вводить, указан в примере в поле ввода. API-ключи с разрешением на торговлю фьючерсами и без разрешений на ввод-вывод. UID вашего Max-аккаунта, а также вам потребуется Web-UID, который нужно достать из куки. Подробно об этом я писал в канале. Если при добавлении аккаунта вы не видите поле Web-UID, значит он больше не требуется. Совсем недавно Max открыл API для фьючерсов. С ним Web-UID больше не требуется. UID вашего Max-аккаунта проверяется администратором. На данный момент мы допускаем к работе только аккаунты рефералов. В ближайшее время это поле также станет необязательным, но сейчас, после добавления аккаунта, вы сможете запустить его в работу только после проверки, результат которой отражен под именем аккаунта. Если у вас возникнут сложности с добавлением аккаунта, напишите нам в техподдержку или задайте вопрос в группе сообщества. Ссылка на группу находится в пользовательских настройках. После добавления в нижней части карточки аккаунта вы увидите блок с активными направлениями. Их можно отключить и можно задать лимит сделок, одновременно открытых на аккаунте по каждому направлению. Также в красной рамке вы увидите лимит аккаунтов, которые можно запустить в одновременную работу, и текущее количество активных аккаунтов по направлению. Теперь можно перейти к настройкам торговых конфигураций. Для каждого направления вы отдельно настраиваете конфиг для коротких и длинных позиций. Каждый конфиг имеет набор стандартных фильтров: фандинг, max size, market cap, порог RSI и ликвидность. Также вы можете включить блокировку сигналов на уровнях поддержки и сопротивления, которые рассчитываются на 15-минутном, часовом и 4-часовом таймфреймах. Black и White листы работают так же, как в парсере. Одновременно может быть включен только один из них. Теперь об основных торговых настройках. Для каждого направления и типа сделки вы задаете тип стартового ордера – маркет или лимитный, тип маржи – кросс или изолированная, объем маржи и плечо. В объеме задается именно объем маржи, то есть $5 с третьим плечом – это $15 общий объем ордеров на вход. Далее, настройки входа и выхода из сделки. Открыть сделку вы можете либо одним ордером, либо сеткой. При входе одним ордером, если тип стартового ордера лимитный, вы можете задать процент отклонения от last price, и ордер будет выброшен, например, на 1% против движения. Подробней. Вам пришел сигнал о пампе с last price 100. Задан 1% отклонения. Лимитка будет выставлена на 99. Если выставить 0, то лимитка будет выставляться ровно в last price сигнала. Альтернатива – это вход сеткой. Вы также задаете процент отклонения, затем количество шагов в сетке, затем объем для каждого шага и процент от цены сигнала для установки ордеров. Здесь процент для шагов считается уже по ходу движения. Например, вам пришел сигнал с last price 100. Отклонение для первого ордера 0%, процент второго шага 3, процент третьего шага 7.
Первый ордер будет выброшен ровно на 100, второй на 103, третий на 107. Объем на шаг задается процентом от общего объема сделки. Если у вас задана общая маржа $10, то при текущей настройке на первый и второй ордер объем составит по $2,5, на третий – $5. Учитывайте, что расчет производится в контрактах, и при марже менее $10 на ордер фактический объем может отличаться после округления. Выход из сделки настраивается по тому же принципу. Вы выбираете одним тейком выйти или сеткой, задаете количество шагов и объем для каждого шага. Также на выходе вы можете использовать динамические тейки. Они задаются в долях от процента сплэша или спреда. Например, вы поймали спред 10%. При текущей настройке первый тейк будет установлен на 2,5% от точки входа, второй на 4% и третий на 6%. Также работают динамические тейки для пампов. Для сделок по RSI-сигналам можно использовать только фиксированные тейки в процентах. Стоп-лосс и задержка перед отменой задаются для всех направлений на отдельной вкладке. Стоп рекомендуется использовать по маркету. Учитывайте, что стоп, как и тейки, при нескольких ордерах в сделке пересчитываются от новой точки входа после каждого усреднения. У тайм-аутов два параметра. Первый – для сделок без исполненных ордеров. Если ни одна из лимиток на вход, выброшенных в рамках конфигурации, не была исполнена, все ордеры отменяются через 30 секунд. Второй параметр – для сделок с исполненным входом по истечении срока отменит все усреднения. Стопов и тейков тайм-ауты не касаются. Также в настройках торгового бота вы можете найти вкладку ручной торговли. По ней будет сделана и опубликована на канале отдельная запись. Следующий блок – монитор. Он включает в себя три подраздела. Отдельно уведомление парсера, отдельно уведомление о сделках и кастом, в котором вы можете добавить до 4 вкладок и настроить на каждый отдельное направление. Разберем уведомления немного подробней. Парсер шлет сигналы по заданным пользователям фильтрам. В шапке каждого уведомления тип сигнала и триггер. Например, для сплэшей это процент изменения цены. Также каждое уведомление содержит копируемый тикер и last price для быстрого ручного открытия при необходимости и блок с общей информацией, в котором max size, RSI, funding rate, fair price и спред между last и fair. Сигналы о спредах имеют дополнительный блок с информацией о стоимости монеты в обоих источниках на момент открытия и закрытия спреда, а также процент изменения цены. Информация в этом блоке обновляется при каждом движении цены на 0,5%, вплоть до закрытия спреда. Спред считается закрытым, когда разница в ценах стала менее 1%. Стоит учитывать, что спред могут развести на десятки процентов, и для таких случаев предусмотрены дополнительные уведомления. В данный момент они не настроены. Уведомления о сделках также делятся по направлениям, и их можно отфильтровать. О заблокированных сделках тоже будет сообщение с причиной блокировки. Если сделка открылась, то вы увидите информацию о каждом размещенном ордере, прайс, объем, текущий статус и ошибки, если они были получены при попытке размещения ордеров. После завершения сделки PNL в уведомлении подтягивается с биржи, и вся информация записывается в базу. С историей сделок и сигналов вы можете работать в разделе «Аналитика». Рассмотрим подробнее историю сигналов парсера. Все данные сгруппированы в различные диаграммы. На общем экране по тикеру, типу сигналу, сети все диаграммы активны и могут быть использованы как фильтр. Чуть ниже вы можете отслеживать активность по часам и отсмотреть историю в виде таблицы, по нажатию на строки в которой будет открыто окно с детальной информацией о монете. Дополнительно, каждое направление имеет собственную страницу для более детального анализа. Например, в сплэшах есть дополнительные диаграммы по направлению уведомления и проценту изменения цены. Также вы можете выбрать конкретный тикер и изучить его историю сигналов в рамках направления. В
В подразделе с историей сделок, как и в истории сигналов в шапке, доступны фильтры по дате и времени. Под ними блок с общей информацией: количество сделок, среднее время, win-rate и PNL. Далее следует блок с визуализацией, в котором вы можете отфильтровать сделки по аккаунтам, тикеру, текущему статусу, PNL, типу сигнала и типу сделки. Дополнительно мы фиксируем факт участия пользователя в сделке и полностью автоматическое исполнение, количество исполненных ордеров и многое другое. Подробная информация о том, как работать с этими данными, будет в отдельной записи, ссылка на которую, скорее всего, уже в описании. Под блоком с диаграммами вы можете отслеживать частоту сделок по часам, PNL по каждой сделке и общий прирост капитала на временном графике. Ниже таблица со всеми сделками, по нажатию на которые открывается окно с детальной информацией. На данный момент это весь доступный функционал, мы активно работаем над его расширением. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями.